Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Снежана, мир катится в тартарары, и это уже всем понятно. Плюс время как раз-таки отщелкивает, да, дни, часы сначала, потом дни. Сейчас-то вот неделька подходит к умопомрачительной спецоперации Трампа, который прямо говорит: я ее начал, потому что напали бы на Израиль. И вообще-то мы еще не начинали, будет удар сокрушительный. Самолеты странные разлетались, те, которые корректируют ядерный удар. И, судя по всему, это на самом деле очевидный сценарий. Если ничего не получится у господ из Белого дома, то почему бы и ядерное оружие не применить? Они же могут, им же можно все. Вместе с этим страны Персидского залива испытывают нехватку продуктов, воды, и об этом уже серьезно говорят, потому что если это все перевалит за определенные сроки, вот сейчас, например, продуктов свежих на 10 дней, да, затруднены все поставки. Мы имеем и войну, и гуманитарную катастрофу в целом регионе, поток беженцев, и ровно все то, что рассказывали нам очень и очень давно. Тут такие товарищи, как Жириновский, как, собственно, другие аналитики, причем китайские, тоже американские. Вот с этого я хотел бы начать. Мир переворачивает эта война. И это уже видно невооруженным взглядом. Но никто не хочет заглянуть немножко за горизонт. А что там видно за этим горизонтом войны Трампа и Нетаньяху против Ирана? Ядерный пепел за горизонтом. Поэтому никто и не хочет туда заглядывать. Потому что, как ты знаешь, Саша, у нас люди предпочитают занимать позицию страуса, который обычно голову в песок вставляет, потом подъезжают какие-нибудь специалисты, и этот песок цементируют крепенько, а дальше все, что наверху, они имеют и в хвост, и в гриву, и, как говорится, во все места. То есть то, о чем, например, мы неоднократно с вами, Александр, говорили, и после чего даже у вас возникали проблемы, и вам писали: уберите эту Егорову, которая говорит такую ложь, такую подлую грязную ложь. Она возводит на святых, практически несчастных, со всех сторон обиженных евреев, которые никомушеньки, никому зла не желают, і вообще только стоять і пічку колупають, особливо українські євреї, які працюють на Банковій, і очолювані вони прекрасним, чарівним, веселим Володимирчиком Олександровичиком Зеленчиком, якого народила пані Римма, українка так само. То есть, вообще, вот, Саша, если отбросить всякую иронию и сарказм, скажите мне, пожалуйста, государство Израиль и государство Соединенные Штаты Америки – это единое государство вот с точки зрения законодательных норм мировых? Нет, союзники, конечно, и в военном смысле союзники, и, конечно, разные государства, но США как бы помогает Израилю в военном плане и является его непосредственным военным партнером. Но помогает и вместо него принимают решения и начинают войну. Как вам кажется, это немножко разные понятия? То есть, если бы на Израиль уже кто-то напал, там, в частности, Иран, предположим, да? То есть, мы же не будем считать, что провокация, которая 7 октября случилась, это и было нападение Ирана. То есть, худо-бедно как-то же Израиль отбивался, отстреливался, разбрасывал свои бомбы, плевался ядом во все стороны. И самое главное, что это происходило, как мне кажется, может, я ошибаюсь, вы меня поправьте, по-моему, приблизительно ровно на протяжении всего существования этого государства на Ближнем Востоке. С момента его основания там, без, скажем так, особого желания близлежащих государств, которые там существовали, и народов. То есть лорд Бальфур или Бальфур, как кому угодно, он дал возможность на подмандатной британской короне территории Палестины, так называемой, создать религиозный очаг
еврейского государства. И с тех пор начались войны, арабо-израильские конфликты, которые, вот сколько я живу, родилась я в 1972 году, мне 54 годика, и всегда со всех экранов телевизоров, во всех новостях я слышу так или иначе определение сектор Газа и арабо-израильский конфликт. Арабо-израильский конфликт и сектор Газа. И при этом, когда мы еще полгода или год тому назад говорили, что евреи являются причиной конфликта на Украине, что они стоят за безумными действиями Зеленского, что они провоцировали эту войну с Россией, что заявление Зеленского и его неадекватные действия, и в частности его речь на Мюнхенской конференции безопасности, где он сообщил, что Украина будет выходить из договора о нераспространении ядерного оружия и будет обретать свое ядерное оружие, после чего через 4 дня началась специальная военная операция, что это тоже не он сам придумал, а, наверное, кто-то талантливый, кто умеет разжигать войны на протяжении всей истории своего существования, вложил ему эти тексты в его безмозглую голову, которая сама не в состоянии генерировать ни одной мысли, но зато как попка-дурак, как истинный Ягупоп 66, или нет, 666, он способен повторять любые тексты, которые ему напишут. И, соответственно, что израильский, арабо-израильский конфликт, который сейчас разжигается на Ближнем Востоке и уже тлеет вот уже 2 года, он тоже имеет непосредственное отношение к той же этнической группе. И что еще до того, как все зачуяли, понимаете, какие-то признаки беды, я ходила в студии неоднократно и была удивлена, когда некоторые спикеры, сидящие на вашем канале, где вы работали, нам рассказывали, что в Україні треба жити як в Ізраїлі. Ми хочемо, як в Ізраїлі. Всі мають воювати, як в Ізраїлі. І хлопці, і дівчата. А я сидела и говорила, вы вообще в своем уме? А с кем нам воевать? Мы вообще-то на самом деле среди братских народов живем. Здесь у нас Россия, вот Белоруссия, да, собственно, и поляки нам не враги. А что, собственно, с кем воевать? Зачем воевать? Но сиділи, значить, українські євреї і розказували, що воювати будемо по любасу, тому що треба, що це воювати. І в конечном итоге вот мы воюем. Они на Ближнем Востоке воюют. Мне очень радостно это осознавать, особенно с учетом того, что сейчас в силу обстоятельств, без моей воли, я живу в Турции, то есть как раз именно в этом регионе. И, конечно же, я думаю, что турецкий народ и все близлежащие очень рады такому соседству, такого несчастного еврейского народа, который же бедный вообще, всегда страдает ни за что, ни про что. Ну, опять-таки, народ народом, понимаете? Тут же мы говорим о группах элит, мы говорим о вот этом предательстве и о ценностях. Когда Зеленского выбирали, сейчас просто это все открывается. Да? И вот как прозрели украинцы, которым рассказывали, что на стадионе, помните, и на колени становились, и рассказывали о том, что все будет хорошо, и мы там поедем на Донбасс, поедем к Путину, посмотрим его глаза, в общем, все закончим, украинцы, и все пошли и проголосовали за вот это, да, вот эту адженду, как выражается Зеленский, а потом немножко как бы и, в общем-то, обалдели от того, что происходит. Ровно так же и в Америке произошло, заметьте. То есть пришел Трамп, говорит, никаких войн, ничего, все, мы занимаемся Америкой, Америка прежде всего. А потом произошло нечто. Значит, у него кадровые перестановки внутри, он убирает всех тех, кто критикует вот эту войну. Под раздачу даже попал Такер Карлсон, который вышел и раскритиковал, говорит, что это война Израиля, это не наша война. Ну, там просто все-таки свобода еще есть в Америке, понимаете? И там выступают громко люди. И он начинает их отменять, своих же ближайших, не говоря уже там про демократов, которые повылазили и стали такими прям адекватными, представляете? И у Трампа на этом фоне большие проблемы. Сегодня, кстати, опубликовали тоже интересный момент, как бы недостающие куски
которые были, потом они пропали, вот этих файлов Эпштейна. И там, в общем, свидетельство женщины в 2019 году, которая была подростком и имела, так сказать, встречу с Трампом. И тот ее склонял, так сказать. Ну, в общем, ФБР сказали, да, это ерунда какая-то, в общем, подтверждения нет, поэтому... Ну, и поэтому и опубликовали. Ну, мол, кто это докажет? А люди же конкретно в Америке, я немножко как бы даже диву даюсь, они прям связывают войну в Иране с файлами Эпштейна, понимаете? Они прям видят, что с Трампом происходит что-то не то. То ли он на крючке, то ли это какой-то хитрый такой замысел, и действительно, сейчас как Великая Америка как покажет свое величие. Но проблема в том, что Иран готовился к этому. И вот мы это и видим. Вот Венесуэла не готовилась, да? И вот мы, в принципе, видим, что в Венесуэле. И тут там до конца победы нет. Но Иран-то готовился 20 лет. И вот прошлая там 12-дневная война, они посмотрели, как бьет Америка и Израиль. Они все прекрасно отдают себе отчет, что происходит. Поэтому сейчас вот так война выглядит на Ближнем Востоке, как она и выглядит. И вчера просто на американском телевидении, опять-таки, там пока еще есть свобода. Они включают министра иностранных дел Ирана и говорят, ну так а что, какие переговоры? Он говорит, да никаких переговоров, а какие переговоры? Воюем. Говорит Иран, воюем, мы ждем американских солдат, вступайте, давайте, высаживайтесь, мы готовы. А журналист в недоумении спрашивает, подожди, вы за то, чтобы, да, вот наземная операция была? Говорит, да, мы их изучали 20 лет, у нас все планы готовы, пожалуйста, давайте. И тут начинается очень важный момент. МАГА, Великая Америка, ну, как бы немножко тает на глазах. И как раз-таки вот в этой временной петле той авантюры, в которую влез Трамп. А как выбираться из этого? И кажется, что уже из этого и не выбраться Трампу. Или все-таки есть какие-то пути отхода? Как вы думаете? Ну, как вам сказать? А что, Трампу выбираться только нужно в мир иной. То есть ему уже столько лет, что, в принципе, куда бы он ни выбирался, ближайшие 3, 5, 8, не знаю, ну сколько, 10 лет. И он, как говорится, покинет этот прекрасный мир с чувством исполненного долга. То есть если он считал, что главная его цель в жизни – развязать Третью мировую войну и погрести вообще эту планету в ядерном пепле, вот это цель его рождения в этот мир, то, в принципе, он практически уже на 50% справился с этой задачей. То есть так громко кричать Зеленскому в оральном кабинете, орать практически на него, что ты не имеешь карт, ты играешь с огнем, ты провоцируешь Третью мировую войну. Так это получается, что Трамп был недоволен, что это Зеленский провоцирует Третью мировую войну. А на самом деле эта же роль была отведена главному провокатору Третьей мировой войны, Дональду Фредовичу Трампу. Более того, вот вы говорите, Александр, что люди в Америке понимают, что списки Эпштейна напрямую связаны с этой войной. Правильно, потому что люди в Америке не безумцы, это не обезьяны и не рыбки-гупии, которые ничего не помнят. У них на глазах именно таким образом развязывались войны. Когда в оральном кабинете Билл Клинтон повстречался с молодой практиканткой Моникой Левински и на разе и на часе став сексуальный эль-шкандаль на весь мир, то господин Клинтон развязал войну в Ираке с таким же успехом. То есть там напрямую война связана с половыми органами тех, кто держит их в оральном кабинете. И мы прекрасно знаем, что вот эти все списки Эпштейна, это не просто были случайные файлы, которые непонятно каким образом выпали из чьего-то дипломата. Это специально собиралась информация. То есть уже есть куча доказательств того, что Эпштейн работал на Моссад, что он был агентом, что он специально создавал вот это вот представление, да, вот это вот как такой Диснейленд для взрослых, понимаете, вот этот остров Эпштейна, куда он привлекал вот этих вот любителей клубнички и чего погорячее, которые нюхали, бухали, трахались, извините на добром слове, мы все-таки для взрослых людей делаем контент,
и занимались всевозможными извращениями, что, собственно, фиксировалось, и на каждого, без исключения, кто туда попадал, был компромат. То есть мы знаем, что уже есть дипломаты британские, которые чуть ли не руки на себя накладывают, да, кто-то в отставку уходит, а кого-то отправляют. То есть принца Эндрю лишили всех титулов, которые ему даны были по праву рождения, потому что это все начало скрываться, и скрывать это больше уже нет возможностей. Ну а Трамп, естественно, находясь в этой позиции, он тоже хочет еще фиговым листочком прикрыть, как говорится, свои былые подвиги. Потому что 90-е лихие, святые нулевые, они же не только в России, в постсоветском пространстве были вот такие, когда люди гуляли, веселились, бухали, ни о чем не задумывались. Они и в Америке были такие, потому что когда начали разграблять Советский Союз, и тонны всего, денег, ресурсов потекли на Запад, и Запад наконец-то начал купаться в этой роскоши, то, конечно же, Трамп как раз был в той поре и в том соку, когда он ни в чем себе не отказывал. И наверняка не только девушки молодые, которые еще пока что помнят эти достижения, но и, соответственно, фиксация, фото, видео, там, доказательства, свидетели и прочее и тому подобное. И все это в руках спецслужбы, которая имеет отношение к евреям. Как известно, они всегда славились именно своими спецслужбами, агентами, которые давали им возможность управлять любыми людьми, от которых зависят решения, связанные с деньгами и войнами. Война – это эквивалент больших заработков. Нигде, никогда, во все времена ты не заработаешь таких денег, как кровавые бабки на войне. Когда распаляется война, когда идет хаос, когда можно прийти и запросто бесплатно забрать то, что тебе нравится, когда военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Ну, в общем, короче говоря, это их атмосфера, понимаете? То есть если прочесть Библию внимательнейшим образом, по большому счету, мы поймем, кто является всегда зачинщиком, застрельщиком войн и конфликтов, и не стесняется приносить в жертву стариков, женщин, детей, заселять квартиры, дома, земли, прибирать это все к рукам и считать, что им все можно. Поэтому Трамп, по большому счету, когда его дочь Иванка вышла замуж за еврея Кушнера, когда вся вот эта вот группа в полосатых купальниках и в черных шляпах начали кружиться вокруг него воронами, стало понятно, что у него выхода другого нет. Его взяли так под белые рученьки и периодически помахивая перед ним фотографиями, и видео доказательствами, повели его вот в этом направлении. Точно так же это было проделано с Зеленским. То есть если кто-то думает, что Зеленский сам по доброй воле пошел вот на эти все шаги, то эти люди ошибаются. Вовчик тоже хуевертил, извините, на добром слове, и в Москве, и под Москвой, и в банях, и с мужиками, и там, и сям, и везде, где только сел, лег, и где, в принципе, ему сулили какие-то быстрые барыши. Поэтому, в принципе, его, скажем так, веселая молодость в Москве, она и стала триггером, почему на Украине сейчас вот эта война идет. Ну, вы знаете, у него вообще, по-моему, съезжает немного с катушек. Давайте вот разберем ситуацию с Венгрией. Это прям отдельно требует. Это прям, я не знаю, это прям из какого-то кино эпизод. Значит, собирает Зеленский совещание. И на этом совещании что? Правильно, как там? Нарезает задачи, вот это все. Он с таким гонором, говорит, посвящает пол своей... пресс-подхода, да, или там во время, или до совещания, до совещания пресса задает ему вопросы, и он половину этого всего он посвящает Орбану,
потому что ситуация действительно клинч. Сиярто слетал в Москву, забрал 2 украинцев с венгерскими паспортами, ему отдали, сказали, на, вот, пожалуйста. МИД вместо того, чтобы порадоваться и сказать, о, слушайте, как здорово, спасибо, что, ну, несмотря, видите, у нас как бы напряженные отношения, но мы за то, чтобы украинцы, которые там воевали за Украину, вернулись, это же здорово. Тем более это все на фоне обменов. 200 человек вчера, 300 обещают сегодня, ну или другими партиями, то есть 500 на 500 уже хорошо. Вызывает посла и говорит, а что это такое, а что это вот наших граждан. Сейчас разворачивают драматургию с инкассаторской машиной, которая ехала там с деньгами, с золотом, а их венгры тормознули, задержали, и там 7 человек людей, которые это сопровождали, инкассаторы, и говорят, вот, мы в Австрию едем, это у нас межбанковские отношения, а вы их там держите, и вообще даже употребляют такое слово, как заложники. Ну, то есть, до этого нормально банковские машины ездили, а тут, видите, как венгры взяли украинцев в заложники, но все бы ничего, но Зеленский говорит, я скину адрес и телефон Орбану, нашим военным. И пускай Орбана, не Орбану, Орбана, а Орбана. Да, нашим военным. И пускай они Орбану объяснят на своем языке. Да? И как бы и все немножко и прозрели от этого. Это, ну, это фактически прямая угроза. Песков троллит или вполне серьезно говорит, ну, слушайте, пора 5-ю статью применять НАТО, потому что это прямая угроза жизни. Даже во время вот избирательной кампании оппонент Орбана, Мадяр, который поддерживаем Зеленским, там есть связи с депутатами закарпатскими, и вот это вот все, он говорит, нет, говорит, надо разрывать отношения с Украиной, пускай выходит, извиняется Зеленский, что-нибудь себе позволяет, никто не может угрожать венгерскому лидеру, какой бы он ни был, хотя он против Орбана. То есть вот этой хуцпой дичайший Зеленский ну, сделал такой умопомрачительный замес, казалось бы, на фоне дружбы и на фоне нефти. А с чего все началось? С того, что на фоне вот этого беспредела на Ближнем Востоке и роста колоссального цен на все, венгры договорились с россиянами, что те будут по старым ценам отгружать нефть по этому нефтепроводу, который заблокирован сейчас войной и Зеленским. И ситуация просто набирает колоссальных оборотов, и непонятно куда вывезет. И сделал ее язык, род Зеленского. Ну так его же за этот язык и за этот рот именно и поставили туда, чтобы он как помелом этим языком и ротом вообще нес, что он хочет вообще, когда он хочет. И самое главное, чтобы не перепутал фамилии. Ну то есть мы же понимаем прекрасно, что не он сам придумывает эти схемы. Но мы понимаем прекрасно, что его работа – это козел-провокатор. Козел-провокатор. Понимаете? И, соответственно, когда он наезжает на Орбана, мы что, не знаем, откуда ноги растут у этого наезда, что Орбану нужно дать подзатыльник, Орбан отращивает себе живот, Орбану, значит, передайте это, передайте Орбану то. Это откуда растет? Не из Брюсселя случайно? Не Урсула ли фон дер Ляйне, Кляйне, Айне, Цвайне ему приезжает и нарезает задачи, потому что Орбан не дает возможности им превратить Евросоюз, который должен был быть экономическим союзом, просто в военно-промышленную машину, которая будет развиваться и расти как на дрожжах на вливаниях в военно-промышленный комплекс, а затем они соберут в кучу всех своих, как говорится, пролетариев, выброшенных на свалку истории, и отправят их на утилизацию, на войну так называемой Украины, которая уже давно Украиной не является. То есть это уже какой-то, ну, реально хазарский каганат, который возглавляет как бы вот еврейский представитель, и только евреям в Украине жить хорошо, потому что они не идут ни воевать, ну, у них нет никаких проблем, у них все хорошо. Они своих приглашают, говорят, хорошая страна, приезжайте, жить весело, жить радостно. Вот мы тут во всем участвуем, все скупаем, развиваемся, строим всякие разные центры и вообще песни поем. Мы тут ни при чем, играемся с мячом, называется. Но
Мы же прекрасно понимаем, что Зеленский провоцирует Орбана для того, чтобы тот вышел из себя, чтобы он продемонстрировал как бы свою темную сторону, чтобы можно было его поймать за язык или поймать его на каком-то компромате, что он как-то неприлично себя повел. То есть черти, они же так всегда и поступают. Они тебя провоцируют, они тебе бросают в лицо клевету, обвинение, грязь. И как только ты начнешь зеркалить их и поступать подобным образом, также на них как бы наезжая так потихонечку, знаете, они тут же начинают визжать и кричать: посмотрите, посмотрите, какой он недипломатичный, злой, нехороший, страшный Орбан. Ну, то есть это же абсолютно понятно. А что касается вот этой машины инкассационной, ну, так месть, она, как говорится, это такое блюдо, которое нужно подавать холодненьким, и шантаж экономический – это танец, который можно танцевать вдвоем. То есть Зеленский перекрыл вентиль дружбы. Дружба крепкая не сломается от дождей и вьюг, но если на ней сидит такой вот друг, как Зеленский, знаете, в музей таких друзей, то, в принципе, дружба перестает быть предметом для дружбы. Она становится вообще поводом к войне. То есть он перекрывает вентиль. Несмотря на то, что Орбан договорился с русскими, что он покупает у них дешевый газ, но труба-то идет по территории чертей, понимаете, через адскую воронку она проходит, и черти имеют к ней доступ. Он просто перекрывает вентиль, начинает зачесывать вот эти все легенды про то, что вот повреждена труба. Приезжают люди, просят: покажите, где повреждена, давайте пройдемся, как говорится, вдоль и увидим повреждения. Он не пускает, естественно, никого, потому что никакого повреждения близко нет. Это все Не, ложь он не и пускает, провокация. потому что мы независимое государство. Я же хожу, прошу у всех эти снаряды для патриотов, а мне говорят: нет, у нас мало, а я же не говорю, а давайте я приеду, посмотрю, сколько у вас, проинспектирую, потому что вот так. И вот сравнить снаряды для патриота и нефтепровод, это надо, не знаю, это не от большого ума сделал это заявление Зеленский. Ну, подождите, Саша, там вообще нет ума. Давайте априори оттолкнемся от мысли, которую мы возьмем за основу, что ума там нет. Там нет мозга, который думает о ком-то, кроме себя, кроме собственной наживы, кроме собственного кармана, кроме собственных каких-то мнимых, понимаете, достижений. То есть он ни о чем не думает. Это абсолютно очевидно. Ему плевать на стариков, на детей, на инфраструктуру, на историю, на памятники, на книги, на библиотеки, на больницы, на школы, на все. На метро, на всех, понимаете? Ну, мягко скажем, даже не плевать, а немножко другие, понимаете, процессы дефекации. Он всем вот сидит там на Банковой и гадит на голову всей Украине, которая уже привыкла, что им на голову гадят, и они уже: о, Божа роса знов полилася, понимаете? А другие как-то еще не привыкли, и, соответственно, он их приучает к этой мысли. Ну, я думаю, что вот эта вот остановка этой инкассационной машины, там что-то 40 миллиардов долларов, 30 миллиардов евро, какое-то количество золота ехало. И просто остановили машину и сказали, ну, то есть это, грубо говоря, это метод, понимаете, то есть если вы нам перекрываете для мирных нужд, да, то есть для стариков, женщин, детей, для там бензина, я не знаю, для работы предприятий, для того, чтобы отапливались дома, квартиры, вы нам перекрываете энергоресурсы, мы, соответственно, ваши бабки останавливаем. И вот прекрасно. Молодец, отличный парень Зеленский. То есть еще до какого-то момента Орбан держался, Венгрия наш сосед, чтобы не воевать с Украиной. Но Володя не даст им шанса на мирное сосуществование. Точно так же, как он провоцирует Лукашенко, точно так же, как он грязью поливает, оскорбляет Путина, Россию, русский язык, русских людей.
Точно так же он уже с поляками пересрался со всеми. То есть это он сам придумывает, Саша, как вы думаете? Или все-таки у него стоит такая задача со всеми пересраться, потом сесть в центре дерьма, которое ты сам навалил со всех сторон, и сказать: посмотрите, какой злой мир! Обижают нас, маленьких евреев. Мы же никому ничего плохого не хотели. Мы хотели всем только хорошего. А что, не такой же метод применяет Нетаньяху в Израиле? Что Нетаньяху не является фигурантом в там что-то 7 или 8 у него уголовных дел, что он, пользуясь доступом к власти в этой стране, решал свои собственные вопросы и, по сути, организовал вокруг себя такую же организованную преступную группировку, которая по отношению к своим же гражданам израильским совершала преступления. И чтобы не отвечать перед законом, он мутит вот эту войну на Ближнем Востоке. Мы что, не из одного, как говорится, знаете, прокатного стана у нас программное обеспечение ковалось? Мы не помним фильм «Операция И», когда склад-то уже разграблен и все украдено до вас. Что нужно сделать? Его нужно поджечь под предлогом, что какие-то неизвестные преступники, опять же, я забыла, как они, трус, балбес и бывалый, пришли для того, чтобы поджигать дронами, там, беспилотниками и прочими какими-то страшными вещами. Вот они так действуют. Они сначала живут без правил, то есть это бои без правил. Я вот в своих стримах, и, по-моему, с вами тоже мы это обсуждали, сейчас очень много информации по поводу того, как, например, в том же Израиле, в Иерусалиме, в Тель-Авиве есть целые кластеры живущих ортодоксальных евреев, которые не выполняют даже правила своего собственного государства. Они вообще отрицают светское государство, живут так, как они хотят, и вообще не платят налоги, там, не ходят как бы в светское государство и вообще испытывают по отношению к нему негатив. То есть они точно так же приезжают в любую другую страну. На Украине они тоже живут без правил. Миндич, Цукерман, Зеленский, Шефир. Они что, жили по правилам Украины? Их вообще хоть как-то интересовала конституция украинская? Придя на пост президента страны через пиар-компанию, по сути, воспользовавшись своим доступом к телевизору, Зеленский выучил вообще уголовный кодекс. Он вообще знает, как законы работают. Он вообще хоть кого-то празднует, он хоть с кем-то о чем-то договаривается, или он живет вне этих правил, контрапунктом, в агрессивном, скажем так, ключе. Он говорит, что типа меня не интересуют ваши правила. По беспределу он раскидывается санкциями на граждан. Он ссорится со всеми соседями, разрубает экономические связи, несет что ни попадя, вообще полностью узурпировал власть, не хочет отдавать банковское кресло, понимаете, в прямом смысле этого слова, на Банковой, и кресло, и банковское в том числе. Вот они так живут по жизни. И, естественно, на Ближнем Востоке после существования и образования вот этого прекрасного еврейского государства они тоже были возмутителями спокойствия. То есть они не уважают ничью религию, им плевать вообще на чужие ценности. Они, берут и убивают духовного лидера, рахбара, вместе с женой, с сыном, с внучкой, с невесткой. И у них нет ни совести, ни чести, ни достоинства, ни страха, потому что они исчадие ада. И, естественно, такие, которые кружатся вокруг Трампа и говорят ему: молодец, хорошо, давай, Дони, давай, бомбу на них кинем, да ты же такой Дони, ты великий император. Понимаете, они людей, это же и есть лукавый, это же и есть сатана, он же так искушает. Он человека искушает вот этим вот ощущением, что я практически Бог, что на меня не распространяются законы Вселенной. Я вообще, законы притяжения на меня не действуют. Я могу себе позволить все, что я хочу. Все, что сегодня левая рука, правая нога, понимаете, у меня вообще возжелает, то я и получу в этом мире. Вот это и есть кесарево безумие, понимаете?
Вот, сначала Зеленский приболел этой болезнью, понимаете, потом он в оральном кабинете покусал Трампа, теперь Трамп тяжело болен этой болезнью. Очень Более того, интересно. Трамп вообще, я закончу, Саша, наблюдая за Зеленским, да, которому аплодировали все, они же искусственно создавали, понимаете, вот эту карусель адскую. Вот Трамп, например, смотрит и думает, что они этому черту какому-то страшненькому, вообще маленькому клопу вот этому аплодируют. Я великий император, мне аплодируйте, мне. То есть это абсолютно чистые манипуляции, которыми они владеют просто с рождения. То есть это зависть, это вот эта вот манипуляция обесцениванием, это манипуляция чувством вины, понимаете? Это манипуляция алчностью человеческой. И вот мы видим два брата-акробата. Они практически могут, взявшись за руки, в припрыжку вот этот ад скакать, понимаете, и вести за собой всех тех, кто еще по-прежнему верит, что эти люди желают кому-то в этой жизни добра. Так а куда вести? Вот тоже интересная история. Как-то вот оно не бьется и не сочетается. Смотрите. Значит, Зеленский вчера там говорит... Ну, и Рейтерс пишет, и Зеленский говорит, в общем, там он ходил дня 3, вот это всем рассказывал в интервью о том, что вот, если там, если так, если эдак. Короче, отправлять ПВОшников в Дубай, там, в страны Персидского залива, чтобы, так сказать, помогали сбивать дроны. Ну, это он там выставлял, торговался, говорит, а давайте вы там Путину позвоните, пускай перемирие нам организуют где-то на месяц. Мы же не можем взять и отдать, вот так вот, взять и отдать наших специалистов. Можем, окажется. Перемирием не пахнет, никто этого перемирия, в общем-то, не объявляет сейчас. И Зеленский уже сообщил, что вот отправляет бойцов ПВО, так сказать, защищать страны залива. Так ты же буквально 2 дня назад говорил, что в случае перемирия туда. Сейчас выходит другое условие. И о нем публично говорит. Я смеялся, конечно, в голосину. Говорит, значит, мы хотели, чтобы нам тихонько передали ракеты для патриотов, а мы им вот эти там перехватчики всякие, там и специалистов. Тихонечко. И он на всю планету об этом говорит. Потому что они вот стреляют как не в себя. Да, у нас за все время столько не было ракет, сколько они выпустили за эти там несколько дней, вот эти страны богатейшие, да, вот нефтеносные страны залива. Так а что мы имеем сейчас? Мы имеем, что он отправляет, мы имеем... И причем интересно, на 3-й, по-моему, или 4-й день вот этих всех разговоров он говорит, США попросили нас отправить своих ПВОшников. Ну, это так, чтобы прикрыться перед украинцами. И мы, конечно, отправили какие-то подразделения. И тут же в этот же день США Зеленский говорит, что США его об этом просят. А выходит Трамп опять и говорит, у Зеленского нет карт, давай садись, подписывай. Все, опять топнул ножкой и криво посмотрел в его сторону вокруг вот этих переговоров, которые будут. Послушайте, абсолютно противоречивая с точки зрения наполнения там, да, информация. Абсолютная ложь. Как это? Великая первая армия мира попросила Зеленского, чтобы ПВО обеспечивал в странах Персидского залива. Ну, нонсенс же. И Трамп, который на него грымнул в очередной раз, но толку от того, что он грымнул. Как вы видите эту ситуацию? И вообще есть выход на какие-то переговоры российско-украинско-американские? Русские, смотрите, как говорят. Не, говорит, мы... Дух Анкориджа испаряется, гарантий мы в глаза не видели, Буданов врал по поводу гарантий. Получается, Россия, Лавров вчера сказал, что по поводу того, что русские согласовали гарантии американцев для Украины. Но мы не выходим из переговоров, мы в переговорах, конечно, будем добиваться своего. Зеленский и Трамп – это бим и бом, которые на одном, как говорится, на одной арене играют одну и ту же репризу. То есть они изображают перед зрителями, офигевшими, которые сидят уже в подожженном цирке, то есть уже кулисы горят, понимаете, уже воют волки и орут слоны, понимаете, везде, горящие где-то там в клетках за
лаштунками. А зрители сидят такие и смотрят репризу Бима и Бома, которые изображают, что якобы они друг с другом поссорились. На самом деле они все играют в одну игру. И Зеленский, и Трамп, и Макрон, и представители вот этих всех халифатов, вот этого Персидского залива. Потому что, как мы знаем, это тоже, скажем так, служители одному хозяину. Их одели в красивые одежды и сказали: вы будете семья смотрящих за нефтеносными, как говорится, землями. И, соответственно, они понимают, что если они там что-то скажут не так хозяину, то завтра это будет другая смотрящая семья. А это будет, как говорится, где-то в пустыне бедуинами в лучшем случае гонять этапом этих верблюдов. Поэтому понятное дело, что Катар, Оман, Бахрейн, там вот эта вся группа товарищей, куда Зеленский тоже, кстати, ездил, его там принимали, целовали, обнимали, и, видимо, туда он бабки вывозил в свое время и распихивал их по, значит, банковским счетам. Поэтому, соответственно, то, что будут заявлять, и то, что будут делать представители вот этих нефтеносных земель, то, по большому счету, ну, можно сразу предположить, потому что мы знаем, из какого центра им даются команды. И то, что они, например, сейчас плачут, что у них нету продуктов, что у них скоро голод и вообще беда, открывай ворота. Ну, в таком случае, извините, о чем вы думали? Значит, они верили своим белым господам, которые им рассказывали, что войны не будет и ни при каких обстоятельствах, что живите спокойно, не сомневайтесь ни в чем. А разве Зеленский не так же рассказывал народу Украины, что не бойтесь, не будет никакого вторжения, пойдем на шашлыки, будем их жарить, будет весело. А потом, когда у него спросили: так что же вы вообще нас обманули? Как же вы нас не предупредили? Вы же знали, что будет вторжение. Он сказал: я специально сделал, чтобы люди деньги не вывезли, и чтобы они не побежали и не создали панику на дорогах. А вдруг нужно будет заезжать нашим танкам, а там, как говорится, мирные люди стоят и все дороги перекрыли. То есть точно так же американцы, которые планировали эти все боевые действия, и они запланированы не на день, два, три, а на долгосрочную перспективу. Просто оно разворачивается не моментально, а постепенно. Это мировая война. И их план, как вы помните, в Афганистане, 20 лет они там воевали. Ну, то есть я не думаю, что они собираются это закончить к концу недели или к концу месяца. Это такая же история, как СВО Киев за 3 дня. То есть это все не будет блицкригом, это уже не есть блицкриг. И более того, Иран, он, готовясь к этому всему, соответственно, продемонстрировал, что они не будут, как русские воюют с украинцами. Все время как бы давая понять, что люди, ну давайте все-таки договоримся. И вы ж теряете, и мы теряем. Мы все-таки единое целое. Но мы же не хотим как бы вот так вот с ковровыми бомбардировками. Мы все-таки русские. У нас же еще не выветрился вот этот вот дух гуманизма. А американцы, они не русские. Они сразу, понимаете, бомбардировки, обстрелы, обмен ударами и все остальное. И Иран тоже прекрасно понимает, наблюдая за тем, как они себя вели в Ираке, в Сирии, в Ливии, что не будет спуску, что это уже война, как говорится, на выживание. Поэтому, Саша, куда за горизонт? Какой горизонт? Нас этот Бим и Бом, понимаете, с песнями, плясками, прибаутками, как бы игрушечными ударами по голове, одна рыжая, вторая черная, понимаете, они нас ведут в ад, самый натуральный. Потому что в Україні вже прочувствовали, що таке Зеленський наш найкращий президентик. Як пані Скумбрія їм сказала, що оце ви будете чекати і ждати стільки, скільки треба. 3 роки, 5 років українці будуть без світла, без газу, без всього сидіти, і нічого нормально, банками будуть дрони збивати. Им же уже прорисовали картину. Уже этой зимой сидели
Без горшков, без воды, без света, без еды, без всего. Цены выше потолка, везде генераторы, на которые еще потом Гетманцев наложит или наложил уже налоги. То есть все, прочувствуйте разницу. Вам был вонючий русский газ, вам была вонючая коммунистическая идея, вам не нравилось, что газ копейки стоил, и свет у вас, как говорится, в любое время суток сиял вообще во всех комнатах. Вот теперь вы будете жить в неорабстве. Вы же хотели в Европу, хотели в Америку, вы же хотели в Рим, как говорится. Так в Риме были рабы, у которых не было ничего, и патриции, хозяева, императоры, у которых было все. Но если рабы взбунтовывались, их просто, как говорится, отправляли в мир иной. Вот мы куда идем, понимаете, в такое средневековье. Мы минуем его очень быстро, то есть мы транзитом проезжаем средневековье. Когда еще там какие-то кластеры культуры, может быть, какие-то философы, может, какие-то еще там возможности минимальные. Мы вот в такое жесткое рабство вообще все несемся. И если украинцы еще не сложили эту картину мира, то на Ближнем Востоке они уже знают, как погрузили Ливию и Сирию вообще ниже плинтуса, где люди вообще живут, понимаете, как в далекие времена, которые мы раньше только в книжках читали. А до этого, когда был Каддафи, Ливия была просто Швейцарией, понимаете? Люди бесплатно пользовались бензином, у них было бесплатное образование, им давали возможность получать там от государства деньги на первую квартиру, на машину. Рожай только, живи, учись, радуйся, люби свою страну. И что, они это сказали спасибо Каддафи? Что они боролись за вот это вот право жить как белые люди в цивилизованном мире? Потому что люди дебилы, понимаешь, Саша? Сколько ты им не объясняй, дебилы, остановитесь. Вот это все, что вам кажется естественным, дороги, троллейбусы, самолеты, которые летят, свет, который включается нажатием кнопочки, школа бесплатная, детский садик, белые бантики. Это все не так просто. Это кровавые достижения ваших предков. Они умирали, воевали, кровь проливали за то, чтобы у вас это все было, чтобы вы жили в светлом будущем. Светлом в прямом смысле этого слова, со светом. А если вы это не цените, за это не готовы бороться, даже не выходите вообще и протест не можете организовать и сказать: нет, мы с этим не согласны, давайте как-то по-другому, сидите под лавкой, как эти обезьяны, понимаете, и боитесь хвост вытащить свой. Значит, у вас это все приходят и отбирают. А потом так вы выходите, а там пустыня, такая мерзость запустения. И так: ау, люди, вы где? А люди все, понимаете, лежат в гробу, потому что украинцев объединяют кладбище. Вот то же самое евреи прекрасные, которых нельзя критиковать, нельзя слово плохое сказать. Ой-ой-ой, бедные, они ж пострадали от Холокоста. Они больше 50 лет, как говорится, этой козырной картой пользовались, размахивали у всех перед носом. Слова не скажи, антисемиты поганые вообще. Как вы можете нас критиковать? А теперь мы увидели истинное лицо. То есть они подготовились за этой ширмой бедных и несчастных. А теперь они вышли, как говорится, в полный рост и сказали: а теперь вы увидите, что такое еврейский мир. Опять-таки вышли. Вышли как бы рядышком с ногой большого и грозного хозяина. Ведь тут тоже с вами опять-таки можно согласиться, можно не соглашаться. Я всех призываю писать в комментариях, подписывайтесь на Егорову тоже. И, в общем, выскажите ей как вот в лицо в комментариях. Снежана читает комментарии. Только будьте осторожны, потому что я могу ответить и еще так, что вам мало не покажется. Вот. Тут, смотрите, можно соглашаться, можно не соглашаться. Но давайте откровенно. Есть Америка, да, США, не Трамп, США. Есть американская военная мощь, американская, там все, экономика, уровень, да. А есть Иран. И с каждым новым днем войны не сдавшийся Иран, не
идущий, скажем так, на условия Трампа. Он там сейчас крутит, вертит. Вот по поводу этих соседей тоже интересный же момент. Запустили баллистическую ракету по Турции, запустили там, дроны по Азербайджану. И быстро-быстро в прессе вот это все. Ой, ужас, ужас, давайте все. Ну, зачем? Да, для того, чтобы втянуть в эту войну еще кого-то. Действительно, какие-то курды, да, там, перешли границу иранскую, ну, им там насыпали. Но это не было вот это вторжение там тысячами человек, может, просто попробовали. То есть, смотрите, карта курдов, карта Турции, карта Азербайджана, вот это вот все. Ну, Иран выходит, говорит, мы не били по Турции, по американской базе, мы не били по Ирану. По курдам, ну, у них там, ну, в общем, давние отношения, они могут вот это постреливать, это курды, это как бы народ без государства, но как бы есть у них там свое какое-то самоуправление, они стремятся к этому государству, их не любят, кстати, ни с одной стороны, ни с другой стороны, и в Ираке тоже там, в общем, специфическое отношение. То есть кто-то постоянно пытается расширить вот эту историю. Смотрите на Зеленского. Лукашенко, будем бить, если что. С Орбаном мы проговорили, да, какие сейчас вообще отношения выходят на какую историю. Опять-таки, выходят мудрецы вот эти, говорят, вот Приднестровье, смотрите, какое Приднестровье. Приднестровье загибается, Молдова и Приднестровье, это газ не идет. Энергетический коллапс, катастрофа. А там говорят, там сидят, оказывается, в Приднестровье владельцы вот этих негодных телеграм-каналов. Их надо, так сказать, решить этот вопрос. То есть одинаковая тактика, одинаковая методика расширения, втягивания, перемалывания и продолжения. Ну вот к чему я, да, вот хочу... Саша, а когда одинаковая тактика и методика, не складывается ли у вас все-таки такого вывода, что это из одного единого центра все происходит по одной методике и тактике? И самое главное, что не только в этом веке, а если чуть-чуть опрокинуть, как говорится, сегодняшнюю историю в прошлое, то там такие же методы были применимы из одного единого центра. Нет? И получается, знаете, как бы такая странная история. А что вот могут люди? Ничего. Вот вы говорите, не можете, там на протест не выйдете, еще куда-то не выйдете, а все под колпаком. Все, если хотят там что-то проголосовать или так требует период, быстренько там соорудят им Усика, Залужного, партия «Шлем». Тоже отличное нововведение последних Партия дней. член, я думаю, нужно, чтобы было. Член-корреспондент. Партия член – это да. слишком, понимаете, не так радикально. А вот партия член – это член партии и партия члена, понимаете, все. Понимаете, то есть вот такой выбор, да, вот он уже вырисовывается для украинцев. Дальше все опять обтекают и вот это вот смотрят, как там группы музыкальные, бумбоксы, там без обмежень, они очень важные предприятия, оказывается. У них 50% брони для тех, кто работает на них. И все так смотрят, ну понятно, надо же песни кому-то петь, вот эти во славу Зеленского. Все смотрят за этим, за ценами на бензин и говорят, ребята, так не дошло еще раскаты этого грома, только услышали. Еще не дошла гроза с нефтепродуктами, а цены уже взлетают. И сидят у Зеленского, оправдываются. Нет, на 6 гривен поднялась цена. У нас там какая-то индикативная формула подсчетов. Нет. А люди в ценнике видят, что да, и никто ничего не может сказать. Им как бы чешут по ушам. И они вот с этим вынуждены смириться. Какое может быть историческое или там временное, или какое может событие это все изменить? Вот есть какой-то точка, когда раз и все поменялось. Вот помните же, Трамп приходил к власти, все думали, сейчас Трамп придет и все изменится. А мы видим, что фактически у нас Зеленский номер 2 обещал одно, принес американцам другое, и вот этого события, не произошло переключение тумблера. А что тогда переключат? Если
вспоминать исторические уроки, то после вот этих вот десятилетий вот этого конфликта там, здесь, везде, вы же помните, да, там сначала Первая мировая, потом Вторая мировая, между ними там какое-то количество конфликтов везде, там и в Японии, и в Манчжурии, и в где там еще, в Испании, понимаете, то есть везде что-то горело, везде что-то взрывалось, везде какие-то были точки конфликта, напряжения и прочее и тому подобное. Ну и что, в конечном итоге, пока Сталин не загнал их всех, понимаете, до Берлина и не собрался идти до Ла-Манша, когда уже русская армия советская на Ла-Манш, как говорится, собралась двинуться, ну тогда точкой последней что было? Хиросима и Нагасаки. Их не жалко оказалось. После этого только все решили остановиться и все-таки садиться за стол переговоров и договариваться. Нашли крайних, кого решили осудить, там верхушку Рейха, вывезли Гитлера, как свидетельствуют теперь новые факты, открывшиеся, и изобразили как бы его смерть, ну и, собственно, на этом все порешили. Но золото партии, золото Рейха, все это отправилось на Канадищину, Вашингтонщину, все это уехало вместе с нацистскими, как говорится, приспешниками в Аргентину, и начались новые, как говорится, санки, начали точить ножи булатные. Судя по всему, вот сейчас это очередная следующая серия. И наверняка чем-то подобным это все и закончится. Вопрос только в том, кого будет не жалко. И куда, и где, и в каких количествах долбанут. Просто другой вопрос, что в прошлом веке это было только начало ядерной эры, а сейчас у каждого, кому не лень, есть какое-то количество этих ядерных зарядов, и если начать уже пулять, то тоже можно не остановиться. Но похоже на здравый смысл мы не можем рассчитывать, потому что средство массовой информации в любой стране, оно принадлежит тем, кто платит за него, кто организовывает этот процесс, и обычно за этим опять же стоит банковская схема и капитал, который всегда стремится к единому центру. Поэтому, что бы ни говорили курды, турки, там, я не знаю кто, иранцы, азербайджанцы, грузины, армяне, там, китайцы, палестинцы и пакистанцы, все равно безумие, оно идет из единого центра. Оно идет и течет, как есть нефть и газ текут по нефтепроводам, понимаете, так безумие течет по вот этим вот соцсетям и перетекает из одной головы в другую, вне зависимости от того, на каком языке это происходит. И когда вы говорите, Саша, что люди ни на что не способны, что от них ничего не зависит, это не так. Потому что когда люди отказываются участвовать в безумии, когда они не идут воевать, когда они не проклинают кого-то, когда они четко видят картину, кто провокатор, кто зачинщик, а кто является причиной, на которую, понимаете, этот провокатор возводит клевету, что у него есть мотив определенный. А мотив обычно это нажива, личная нажива. Это всегда бабло, это всегда про деньги. Война это всегда вот про перераспределение ресурсов. И если люди не будут брать оружие, если они не будут ловить своих соплеменников, понимаешь, по улицам и запихивать их в бусы вместо себя. Если они не будут обелечивать вот этих айтишников за $7000, а потом эти кровавые денежки своей дружинонці приносити и трусы ей кружевні скуплять. Если люди не будут в этом участвовать, то это не будет развиваться. А если люди охотно в этом участвуют и думают, что им ничего за это не будет, значит, это развивается как эффект домино. Поэтому мы и сидим здесь, чтобы людям, которые, может быть, еще, ну, скажем так, наивные, доверчивые, еще не разобрались, кто, who is who, понимаете? Мы им объясняем эти вещи и вообще... говорим, что
как это, знаете, есть выражение, сколько веревочки не виться и край будет. И это касается дубайских вот этих приключений разного рода дельцов, толстосумов с недвижимостью и с отмыванием денег, да, то есть закончилась эта история, ну или как бы призакрылась так точно. Посмотрим, куда там это все развернется, хотя, ну, перспективы очень мрачные. И CNN едет в Иран и показывает, смотрите, а тут работают магазины, ну, как бы все, жизнь идет, да. То есть все как-то и обалдели от этого репортажа. Все же показывают, что вот поразили, вот ударили, вот еще. Не, говорит, жизнь идет. А в Дубае как? А в Дубае там по-другому немножко, да. Туда все пытаются удрать, кому получается, кому нет. Я тут вот слушаю вас. Все равно, сколько веревочки не виться, конец будет. Это ведь, ну, это... МИД. Украинцы, не едьте в Венгрию. Венгры взяли в заложники наших людей, ну, с инкассаторскими машинами. Значит, это же нечто. Я, если честно, значит, Венгрия говорит, взяли машину по делу, заявление Венгрии, венгерская сторона, по делу об отмывании денег. Значит, среди 7 задержанных бывший генерал СБУ, который отвечал за то, что управлял, ну, он управлял грузом, да, куда что надо везти. Это венгерская сторона сообщает. На 2 бронированных инкассаторских машинах везли из Австрии в Украину, то есть не наоборот, из Австрии в Украину, 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, 9 килограмм золота. Всего же за 2 с небольшим месяца этого года так вывезли более 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро и 146 килограмм золотых слитков. Снежана, ярд. Есть вот этот сейчас, опять вернулся этот Серега, да, у него песня про ярд, да, как бы, чтобы жить ярко, мне хватит ярда, понимаете? Они так ярд возили с каким-то бывшим СБУшником. МИД Украины... То есть, Саша, не из, а в. Да. Значит, есть на Украине нечто, что скупается за эти деньги, и кто-то уже из Европы бежит на Украину. То есть в то время, пока украинцы бегут с Украины, и им рассказывают: бегите, 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 ищите себе новую долю, новую жизнь. Кто-то в это время бежит в Украину с таким колоссальным баблом. То есть и эти деньги, Снежана, ну, это же отмывание денег, понимаете? Ну, здравствуйте. Все забыли про Ермака, который вдруг стал адвокатом? Все понимают объемы? И что, и кто это мог делать? Только очень приближенные к Зеленскому или чуть ли не самому Зеленскому. Судя по всему, Зеленский скоро очень быстро согласится на все условия, и, ну, в общем, все будет подписано. И из Донбасса уйдут, и нужно будет спасать свою шкуру. Ну, я думаю, что у него однозначно есть какие-то перспективы, которые ему рисуют его ближайшее окружение и его белые господа. То есть, конечно, было бы интересно узнать, что это за бабло и кому оно принадлежит, и кто его вез, и с какой целью на Украинушку, что скупали за эти бабки. Но, конечно же, нам однозначно финал этой истории не огласят. А хотелось бы, по большому счету, чтобы опровергнуть или подтвердить наши версии. Вот у меня, например, есть мысли, кто бы это мог быть и зачем им такие деньги на Украине, которая горит в огне войны, понимаете? Для тех, кто должен оставить эту страну и забыть о том, что они были ее гражданами, там огонь войны. А для тех, кто переселяется на эти земли, замещая, как говорится, собой это белое православное население под чутким руководством еврея Зеленского, который разрушает храмы, уничтожает православие, изгоняет, понимаете, монахов и монашек. То есть вот те, кто переезжает туда, они как раз вот так вот, понимаете, такими крысиными тропами баблишко свое завозит, понимаете, чтобы, как говорится, неплохо себя чувствовать на этой новой земле, понимаете, в этой новой Хазарии. Но посмотрим, удастся ли Зеленскому
как говорится, удержаться уже в новых обстоятельствах. Потому что, как известно, бригада, которая приходит разрушать стены, знаете, те, которые ломают стены и вывозят мусор, это обычно не одна и та же бригада, которая потом строит новый проект, понимаете, и возводит новые стены с чистовой, как говорится, отделкой. Поэтому, на мой взгляд, Зеленский не перейдет эту грань, так как в его сознании, в его мозге нет ничего, что было бы связано с творчеством, строительством и созиданием. То есть он по своей сути разрушитель, он по своей сути вот этот вот таран, как и Трамп, по большому счету. И мы сейчас вот наблюдаем за этим процессом, когда расчищается какая-то строительная площадка. Что они собираются здесь строить, как это будет выглядеть. Но по большому счету пока что позитивных сценариев я не вижу, Саша, с учетом того, кто взялся за дело. То есть мировой сионизм, который стремится к мировому господству и хочет создать надзорный капитализм, где все будут с помощью вот этих программ «Палантир» под чутким руководством Питера Тиля на ладони, как блохи, понимаете, и будут привязаны к 15-минутным городам, и за ними будут следить, и выдавать им ровно столько денег, сколько им необходимо для того, чтобы вести самый примитивный образ жизни, то я не думаю, что этот мир дивный понравится нам, людям, которые все-таки рождены, чтобы сказку сделать былью. И я считаю, что пока русские, славяне, неважно, они армяне, грузины, там, азербайджанцы или там вот славяне, то есть просто русские люди, которые выходцы из постсоветского пространства, они все-таки обязаны побороться за то, чтобы этот мир не превратился вот в этот вот концлагерь. По крайней мере, иранцы, по крайней мере, люди ислама, они знают, что шайтан – это Запад. То есть для них нет вообще вопроса, кто является сатаной, кто является дьяволом и кто несет людям разрушение, трагедии, войны и смерть. Поэтому вот эта религиозная составляющая там абсолютно четко разделяет их по разные стороны баррикад. Не может быть, понимаете, дружбы и взаимопроникновения с сатанинскими силами. А вот почему славяне, русские, ну и постсоветские люди потерялись, понимаете, перестали чувствовать вот этот нерв, вот этого врага в лице реального врага, который неоднократно приходил, жег, убивал, уничтожал, грабил, угонял. А мы теперь, понимаете, ой, к немцам поехали украинчики, живут в Берлине, так хорошо, среди немцев. Ничего, что они вообще-то убивали ваших предков. Ой, в Америку поехали, хорошо. Американцы вообще вооружают полностью твоих соплеменников и на убой отправляют. Но они же такие хорошие, такие прекрасные. Ой, Франция, Англия всегда воевали с Россией, с русскими, со славянами и с теми, кто рядом с ними, этими народами Кавказа и Азии Средней. Нет, оказывается, теперь это наши друзья. То есть людям вообще нужно это понять на секундочку, что элиты мировые, они воюют с собственными народами. И когда народы это поймут, и посмотрят внимательно наверх, как в этом голливудском фильме «Не смотри наверх», поймут, кто ими управляют и какие цели и задачи они преследуют. Вот тогда этим элитам будуть не переливки, як то кажуть. А сейчас, пока люди сидят и смотрят в телевизор и думают, что ой, наша армия нас бережет, наше правительство все правильно решает, знает, как надо действовать, а мы посидим, подождем, в один прекрасный момент может быть уже поздно. Поэтому я считаю, что нужно прислушиваться к адекватным людям, таким как Такер в Америке, к таким, например, лидерам, как Орбан в той же Венгрии, который, по большому счету, заботится о процветании собственного народа, к таким лидерам, как тот же
Эрдоган здесь, в Турции, который заботится о процветании своего народа и не сдает его с потрохами, как говорится, оптом и в розницу. И давать оценку таким лидерам, как Зеленский, который уничтожает народ, проживающий испокон веков на этой земле, к таким лидерам, как Трамп, который обещает мир и идет как мироносец, понимаете, а потом в конечном итоге объявляет религиозную войну, которую он начинает с убийства религиозного духовного лидера вместе со всей семьей. Он обрекает своих близких, своих детей, внуков на то, что он получит то же самое рано или поздно. То есть это же, ну, понимаете, все, как говорится, имеет свою цену, но по делам узнаете их. То есть, когда он совершает такое преступление по отношению к религиозной конфессии, которая состоит из 2 миллиардов людей по всему миру, чего он вообще ждет? Что кто-то будет с ним говорить, что кто-то будет к нему с уважением относиться, и что уже кто-то не нацелил свои мысли и действия на его близких и родных? Ну, то есть, на самом деле, Саша, это, конечно, то, что он совершил, это не просто, знаешь, преступление, это не просто ошибка, это спусковой крючок мировых страшных трагедий. И при этом сидеть в Белом доме, в этом дурдоме, понимаете, с этими папуасами в деловых костюмах и в галстуках, и молиться еще при этом. Ну, то есть, если бы ты был атеистом, если бы ты вообще плевал вообще на любые сакральные энергии и вообще ни во что не верил, то, в принципе, тогда можно что-то подобное совершать, то, что они сделали по отношению к Али Хаминеи. А если ты верующий человек, то как ты можешь, совершая вот такое преступление духовное, да, объявляя вот эту духовную религиозную войну, сидеть и молиться? На что ты рассчитываешь? Ну, тут же нет, смотря кому молиться, понимаете? Тут же тоже такой момент. Там же непонятно, кому они внутри себя-то молятся, да? На камеру Совершенно там. понятно. Сатане, дьяволу, Люциферу, потому что, ну, все, скажем так, представители неких этнических групп, они своим Богом считают князь мира сего. А князь мира сего, мы знаем, как его зовут. Скажите, как его зовут? Да, и это не Буратино. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, друзья. Помните, Бог никогда не отворачивается от людей, если люди не отворачиваются от Него. И помните, Бог есть любовь. Любовь. И еще раз, любовь Его имя. И если с любовью вы совершаете любые действия в своей жизни, то вы однозначно получите поддержку вашего Бога, который есть любовь. Будьте счастливы, друзья. Ой, а я вот это вот, знаете, слежу тут за новостями по этой инкассаторской машине. Там уже пришли новости, что это ФБР и венгры, совместная операция. Там есть граждане Украины. Они торговали фальшивыми слитками золотыми на пике золота. Там через, в общем, Дубай, Венгрия сидели там, продавали эти, откуда и деньги. Короче, закончить я хотел бы фразой, что Бог еще и не фраер. Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Берегите себя, добра и света. Увидимся.